Добрый день, дорогие друзья! Город-курорт Анапа, центральный пляж, 4 июня 2021 год, вторая половина дня, 15 часов 32 минуты. Сегодня у нас прошедшей ночью в Анапе был сильный ливень, сильный шторм, и ветер достигал иногда порывов вплоть до ураганных значений. Шторм продолжается до сих пор, он не такой сильный, как ночью, и купание сейчас в данный момент времени запрещено. Пляжная инфраструктура, именно платная, полностью, видите, закрыта, лежаки в стопках, зонтики сложены, и мы сейчас с вами посмотрим на последствия, которые видны на центральном пляже после сильнейшего ночного ливня, и посмотрим, как отдыхается людям, потому что, видите, люди все равно они не хотят терять хотя бы хоть один день на отдыхе, потому что заплачено много денег. Вот смотрим на деревянную дорожку, на деревянный настил. Видите, сколько много мусора на ней, сколько много песка. Это шли потоки вот отсюда. Это у нас уровень выхода со стороны центральной аллеи, центрального парка развлечений и аттракционов. Здесь мы каких-то сильных размытий не видим. Но потоки все равно шли. То есть вот, допустим, вот этот комплекс мусорок, видите, он какой накрененный. Накренился, и он был подвержен сильному натиску потока воды. Но я думаю, тут сантиметров 20 воды шло. Что видите, здесь частично и от шторма вот этот мусор, и частично мусор, который шел с ливневыми потоками. Температура воздуха сейчас в Анапе от плюс 21 до плюс 25 градусов. Зависит от того, что, допустим, сейчас у нас переменная облачность. Если солнечно, то 25, даже может быть чуть выше. Если пасмурно, то 21. Температура воды в море от 17 до 21 градуса. И сегодня эта разница, она не настолько как разница между глубиной и мелководьем, а больше это как разница между разными участками пляжа, потому что за счет такого интенсивного прибоя слои воды смешиваются, то есть и температура воды в море примерно усредняется. Напоминаю, ребята, купание запрещено. И вы видите, сколько людей все-таки купаются в море. Катамараны тоже в прокат не сдаются. Вот здесь на одном из участков пляжа лежачки выставлены. И повсюду, смотрите, вот если присмотреться, то вот это серые полосы, серые вот эти разводы, они именно после и ливневых потоков, и после шторма. То есть этим мелкий мусор, он нанесен на пляж и с моря, и с берега. То есть прямо с двух сторон. Еще я вижу, кстати, вам, наверное, тоже отчетливо видно, то, что шторм принес водоросли. То есть, судя по всему, здесь море в ближайшие дни, когда распогодится, скорее всего, здесь море будет цвести, море будет зеленеть, чернеть, потому что вот слой водорослей, он видно, что принесен прямо штормом. Так, идем дальше. Также шторм принес множество ракушек. Вот на мелководье люди выискивают ракушки. И я думаю, тут можно, конечно же, на мелководье найти какие-нибудь ценные экземпляры, допустим, рапанов, раковин рапанов. Обращаю, ребята, внимание, что красный флаг, это значит, купание запрещено. Люди, сотрудники пляжа стараются следить за побережьем, чтобы все-таки, если кто-то начнет тонуть, то они начнут этих людей спасать, несмотря на то, что официально купание запрещено. Люди все равно лезут. В такую погоду, если кто-то и отваживается купаться, ну, как говорится, да, деньги уплачены, нужно загорать и купаться, то вот мои личные рекомендации. Вот если прямо вас там хочется, 7 раз подумайте, во-первых. Если вы все-таки отважитесь, во-первых, это на ваш страх и риск, во-вторых, нужно идти в компании и заходить, ну, вообще
если вы хотите искупаться, то глубже, чем по колено, не заходите, ребята. То есть на глубину это однозначно нет. То есть, допустим, какие-нибудь отбойные течения, тягуны, всякие завихрения межслойные. Да, ребята, оно вам надо? Никому это не нужно. Подвергать свою жизнь какому-то ненужному и неоправданному риску. Так что, пожалуйста, вот в такую погоду, в шторм, когда, тем более, спасатели ходят и говорят, что запрещено купаться, не нужно купаться, ну, там вот позагорать пришли, да, позагорайте, как бы, и все. Моя личная рекомендация. Не рискуйте своими жизнями. Слушайтесь спасателей, слушайтесь рекомендаций тех сотрудников, которые отвечают за безопасность отдыха на пляже. Подходим к центру центрального пляжа. Обращаю ваше внимание, что смотрите, что по периметру относительно центра Анапы идут какие разношерстные, разномастные тучи, такие прямо такие темноватые. По прогнозу сегодня еще ожидаются дожди, и завтра тоже ожидаются дожди и ветруган. Так что, ребята, имейте это в виду. Ну, вы видите, какая грозная обстановка у нас непосредственно вот в окрестностях Анапы. Некоторые участки пляжа, которые вот определенным здравнице выделены, они, видите, просто огорожены, и на пляж никого не пускают. Даже вообще вот там за вот этой веревочкой вообще 0 человек. Просто никого. Ну, у нас, видите, ребята, если купание запрещено, то не все люди слушаются вот эти экстренные службы, и поэтому идут все равно купаться. Так, ребята, определенная ремарка по поводу качелей в море. Эти качели в море, это не то, что там их ураган унес в море, да? Это качели, они были изначально установлены в море в рамках фестиваля Аморефест. И, в принципе, они находятся на своем месте и особо сильно не сместились. Так что не переживайте, в этом ничего какого-то странного, сверхъестественного нет. А тем временем над центральным пляжем сгущаются тучи. И тучи у нас берут центральный пляж в кольцо. Вот со стороны высокого берега там еще вроде есть облачность какая-то переменная. А со стороны Пионерского проспекта и ГМТ, вот там со стороны Супсесских гор также относительно есть голубые просветы. Со стороны проспекта, со стороны железнодорожного вокзала, со стороны ГМТ там идет какая-то просто линия таких серьезных туч. Но спасатели, тем не менее, все равно продолжают следить за отдыхающими, за нерадивыми отдыхающими, которые не слушаются спасателей в плане того, что купание запрещено. Если купание запрещено, по идее, сейчас люди вообще не должны заходить в воду. Но мы с вами видим обратное. Ну, вот смотрите, какие там волны. Это, конечно же, не сильнейший шторм, но все равно, опять же, тягун, какие-то отбойные течения, боковые течения. Не стоит попросту вот так вот легкомысленно рисковать своими жизнями, потому что, ну, тут чуть-чуть, допустим, нырнул, вынырнул, волна накрыла и уже хлебнул воды. То есть уже какая-то такая ситуация настораживающая. И смотрите, вот здесь вот у нас на уровне одной из дорожек, одного из проходов, видите, часть досок поднята, отодвинута от кромки воды. И мы видим, что вот здесь шли небольшие потоки после ливня. Это, судя по всему, ночью они были наиболее сильные. Вот здесь даже видны чуть-чуть размытия
типа как русло ручейков таких, да? Рельефность начала меняться после этих потоков. Вот как будто действительно, как будто какие-то ручьи прямо устремляются. И это не единственный вариант, не единственное место, где видны размытия. Вот мы подходим к еще одному такому месту сомнительному. Смотрите, вот размытие, где-то сантиметров на 15 углублялась вода, и вот здесь шел поток. Ну, судя по всему, опять же, вот ночью самый сильный, скорее всего, он был здесь. И у нас в Анапе, у нас с улиц центра города все потоки в результате ливня, они идут, устремляются в сторону центрального пляжа и вырываются прямо в море ручьями, такими мини-речками. Широкий накат, смотрите какой. Возле морского причала центрального пляжа встречаются после шторма такие места, которые просто усеяны выброшенными в результате шторма ракушками. Здесь их несколько видов просто. И собиратели ракушек, конечно, могут здесь найти для себя вот просто сплошные ракушки, смотрите, просто сплошные ракушки. Вот очередной проход. И опять мы видим, что несколько секций деревянного настила убраны от кромки воды и вот поставлены друг на дружку. Ну, иначе, если бы это не было бы сделано, наверное, все-таки даже ночью делалось, и даже вчера было убрано, то эти секции бы поплыли бы в Турцию. Без преувеличений. Пока мы с вами идем по центральному пляжу, в небе над Анапой продолжают сгущаться массивы дождевых туч. Вот видно, что вот в данный момент времени уже со стороны Витязева надвигается в сторону Анапы, там, где мы сейчас находимся, какая-то большая дождевая масса. И, судя по всему, Витязева, там уже на уровне Витязева, там в море, вот ближе к горизонту, там уже, судя по всему, идет дождь. Что скорее всего. И действительно, вот сейчас ветерок становится все прохладнее и прохладнее. Мы идем в сторону участка центрального пляжа в районе речки Анапки. И видно, что люди начинают постепенно расходиться с пляжа. Жители и гости города Курорт. Вот слушайте. Объявлено штормовое предупреждение. Купание категорически запрещено. Повторяю, купание категорически запрещено. Купание категорически запрещено, друзья. И это правильно. И тем более не нужно использовать какие-то надувные плавсредства сегодня. Ну, конечно же, можно с ними ходить по пляжу, а вот залазить в воду это ни в коем случае. Ни с плавсредствами, ни без плавсредств. На пляже начинает холодать. Непонятно пока что, эти дождевые массы идут прямо на нас или они нас обойдут на центральном пляже. Но я смотрю, что люди начинают с пляжа просто вот расходиться буквально. Вот выход в сторону набережной вдоль речки Анапки. Люди массово устремляются с пляжа. И опять же мы с вами видим то, что часть досок деревянного настила, они собраны и отодвинуты подальше от кромки воды, чтобы их не унесло в открытое море. Красные флаги, полный запрет на купание, полный запрет на прокат лежаков. Видите, то есть пляжная инфраструктура сегодня не работает вся платная. Но, судя по всему, как бы на этом пляжный день все на сегодня, потому что прогноз погоды обещает то, что вот ближе к вечеру уже будет опять дождь, и сегодня ночью, наверное, будет опять что-нибудь такое шквалистое, ураганистое. Смотрите, несмотря на такие обильные осадки, на такие обильные ливни, речка Анапка не впадает в Черное море,
Но это, видимо, отчасти из-за того, что штормом намыло немного вот такой перешеек, наверное, сантиметров на 30 в высоту. И поэтому, видимо, еще вот... То есть море перегородило доступ речки, наверное. То есть речка может быть и не против впадать, но речка не может силу моря пересилить. Друзья, ставьте лайки этому видео. Пишите ваши комментарии, как вы относитесь к такой погоде в Анапе. Как вы относитесь к купанию в море в шторм. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь. Таким образом будете всегда на связи с любимой Анапой, с любимым Черным морем. Будете всегда узнавать самые важные актуальные новости по Анапе. Делайте, пожалуйста, репост в ваших социальных сетях. Потому что как можно больше людей знают правду, что на самом деле происходит сейчас в Анапе. Какие у нас серьезные тут иногда бывают штормовые предупреждения, штормы и вот ночные ураганы. И, ребята, будем надеяться, что уже дня через 2-3 погода установится и пляжный сезон будет снова на 100% удачным.